Всем доброго дня, я Наташа Комиссарова и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я покажу вам, как провязать дырочку в планке резинка 1 на 1. Я это уже сделала, у меня это выглядит вот так вот. Дырочки выглядят вот таким способом. Они у меня вертикальные. Ну, вертикальные, если мы смотрим это так, или горизонтальные, если мы смотрим по ходу вязания. Вяжется все по одному ряду, не надо делать никаких поворотных рядов, то есть все делается на одном ряду. Так. Вот так это выглядит вблизи. Здесь никаких дырок нету, никаких рассоединений нету, дырочка эластичная и, по-моему, очень даже хорошо выглядит. Она мне уже чуть-чуть больше, потому что я ее использую, вот, но у вас есть шанс увидеть, как это может выглядеть в носке. Так. Можно, конечно, вязать это резинка 1 на 1, можно вязать их по этому направлению, вертикальные, но тогда надо было бы вязать кусочками и делать присоединение нити, что не очень удобно, довольно долго, и, честно говоря, не хочется такого делать. Этот способ очень легкий, по-моему, выглядит все очень хорошо. Я вам покажу, как выглядит это на шерсти. Я тут делала уже один образец. Вот так это выглядит на шерсти. По-моему, очень хорошо все смотрится с этой стороны так. Поэтому, если вас такой результат устраивает, оставайтесь, сейчас я вам покажу, как такое сделать. Итак, что нам понадобится? Спицы я вяжу из пряжи Drops Big Merino. По-моему, там 80 метров на 50 грамм, я точно не помню. У меня спицы 4 миллиметра, и нам понадобится что-нибудь, на что можно будет снять петлю. Положим это здесь. Итак, что мы должны знать перед тем, как мы начинаем вязать? Дырочки мы должны делать между двумя лицевыми петлями. Так, то есть, если у вас, например, маленькая дырочка, мы будем убавлять изнаночную перед лицевой и внутри. То есть здесь у нас получится 2 убавки. Так, если вам нужна чуть-чуть побольше дырочка, то убавляем, например, вот между этими лицевыми петлями. Так, эти 3 плюс эта 4. Так, то есть вам нужно выбрать любые 2 лицевые петли и убавки делаем между ними. Итак, убавки начинаем делать с лицевого ряда. Здесь у меня изнаночный, сейчас я перейду на лицевой. Все делаем по лицевому ряду, по лицевой стороне. Итак, я на лицевой стороне. И давайте поставим, где мы будем делать следующую дырочку. Давайте, например, вот это будет здесь. Вот тут. Итак, я вяжу классическими петлями, еще раз напоминаю, потому что в данном случае это будет довольно, в одном провязывании будет довольно важно. Итак, я дохожу до моего маркера, вот он, и мы должны не доходить одну петлю изнаночную, чтобы у нас не было дырочки вот здесь вот, и не было тут зазора, и не растягивалось. Что мы делаем? Вот эту изнаночную, которая у нас перед маркером нашим, мы ее снимаем и оставляем там, провязываем лицевую, возвращаем изнаночную, и дальше мы закрываем петли. Закрываем мы вот так вот. Считаем. 1, 2, 3. И мы остановились на изнаночной. В принципе, мы должны были бы ее закрыть, но мы ее провяжем вместе с этой лицевой, поэтому пока оставляем. Вот у нас получается косичка, здесь дырки нету. Добираем теперь петли. Те 4 петли, 3, которые мы закрыли, и вот эту 4 мы добираем. Я добираю вот таким образом. 1, 2, 3, 4. 4 петли и закрываем эти, провязывая 2 вместе. У меня опять же классические петли. Обратите внимание, чтобы вот эта петля при провязывании была наверху. И так это получится, если у вас здесь 2 лицевые
классические, и вы провязываете вот так вот. Если у вас бабушкины, у вас петли могут быть развернуты вот этой стороной, и вам их надо тогда перевернуть. Они должны выглядеть вот так, обе. Мне ничего переворачивать не надо, поэтому я просто провязываю 2 вместе. Провязалась. Так, дальше у нас все по рисунку. И сейчас я перейду на изнаночную сторону и покажу вам, как вязать на изнаночной стороне вот эти вот воздушные петли, которые мы здесь добрали. Видите, у нас уже появляется здесь косичка, но нам ее надо сохранить, чтобы она была такая же и с другой стороны. Если мы провяжем ее по рисунку, то есть здесь изнаночные и лицевые, то, к сожалению, это будет растягиваться, и этой косички не будет. Поэтому сейчас вам покажу, как это сделать. Итак, я подхожу к нашей петельке. Вот у нас петля, которую мы провязывали 2 вместе. Мы ее нормально провязываем по рисунку. Так, это еще не воздушные. Все эти воздушные петли мы здесь, с этой стороны, будем провязывать изнаночными, чтобы на этой стороне они были лицевые, и чтобы здесь осталась вот эта вот косичка красивенькая, такая, какая у нас есть с этой стороны, чтобы она была симметричная и красиво выглядела. Поэтому мы провязываем 4 изнаночные. 1, 2, 3. Но одну оставляем. Смотрите, здесь же мы меняли петли, и если мы будем дальше идти таким образом, то у нас здесь нарушится рисунок, потому что у нас здесь 2 лицевые, мы переставляли с той стороны, помните? Поэтому мы делаем, в принципе, то же самое, что и в предыдущий раз. Мы снимаем вот эту вот петлю, но очень аккуратненько ее снимайте, потому что это просто воздушная петля. Она может у вас перекрутиться. Я советовала бы вот так ее аккуратненько снять и вообще ее вот здесь где-то закрепить, чтобы она не перекрутилась. Так, вот эта петля у нас лицевая. Можете даже проверить с этой стороны. Вот она у нас лицевая. И мы также ее провязываем. Там она лицевая, здесь она изнаночная. Так, аккуратненько. И аккуратненько возвращаем вот эту вот петлю в таком же положении. Вот она сюда. Вот видите? Вот так вот. И ее провязываем лицевой, чтобы с той стороны у нас была изнаночная. Так, вот мы ее вернули, вот этот вот изнаночный ряд. И дальше провязываем по рисунку, так как есть там. И давайте тогда сейчас перейдем на лицевой ряд. И когда мы переходим на лицевой ряд, мы уже там все вяжем по рисунку. Единственное, что ввиду того, что у нас там лицевые все петли, нам нужно не попутаться, где какие петли набирать, чтобы рисунок сохранился. Итак, я подхожу к этому месту. Так, вот у нас была чистая как бы петля, без каких-то манипуляций над ней. Вот та петля изнаночная, которую мы переставляли, мы ее так уже и провязываем. Здесь у нас наша лицевая. Если у нас здесь была лицевая, значит здесь будет изнаночная. Уже все правильно вяжем. Дальше лицевая, резинку 1 на 1, изнаночная. И видите, мы подходим к этой вот лицевой. Все, дальше все вяжем. Все по рисунку. Дальше вяжем резинку и заканчиваем и закрываем планку. Вот наша получилась петелька. Здесь у нас петли такие же, как здесь. Вот это так выглядит в предыдущем образце, когда я делала. Она прекрасно растягивается. Все линии остаются. Здесь точно так же все идет ровненько. Здесь можно чуть-чуть подправить эти петельки. По-моему, очень даже неплохо. Попробуйте, у вас тоже получится.